Ну что, уважаемые друзья, приветствую вас на нашем канале New Technology. С вами Юля, и сегодня я буду говорить о новых смартфонах от компании Huawei, которая провела пресс-конференцию в Париже, где анонсировала флагманскую пару P30 и P30 Pro. Кстати, в прошлом году компания здесь же вывела в свет линейку P20. Советую поудобнее расположиться возле экрана и быть очень внимательными, так как информации будет достаточно много. Статус производителя смартфонов, который занимает одну из лидирующих позиций в глобальном мировом масштабе, подстегивает компанию Huawei прилагать много усилий, чтобы в очередной раз не только удивить публику, но и показать свое превосходство над конкурентами, вследствие чего попытаться достигнуть первой строчки хит-парада наиболее востребованных и нафаршированных девайсов. Смогли ли новые смартфоны Huawei P30 и P30 Pro оправдать ожидания своего производителя и достигнуть поставленных целей, узнаем из моего обзора. Аппараты уже доступны для предзаказа, при котором первые покупатели получат в подарок умные часы от Huawei. Ссылки на предзаказ будут находиться в описании под видео и на нашем сайте newtech47.info. Ну а я продолжу свой обзор, и первым будет аппарат Huawei P30 Pro. Корпус сделан из металла и покрыт закаленными изогнутыми стеклянными панелями. Также имеет блестящую металлическую отделку на гранях и качественные металлические кнопки. Huawei P30 Pro доступен в новом цветовом исполнении с градиентом. Это покрытие корпуса из 9 слоев наночастиц, создающих люминесцентную прогрессию цвета, который меняет оттенок в зависимости от угла обзора. Также аппарат имеет сертификат IP68 для защиты от всплесков воды и пыли и был успешно протестирован в контрольных лабораторных условиях. На тыльной стороне смартфона находится блок уже с тройной камерой, справа от него двухцветная светодиодная вспышка и под нею еще один глазок камеры – это так называемая TOF-камера. Принцип работы и назначение схожи с лазерным дальномером. То есть сенсор излучает свет и регистрирует скорость его отражения от объекта. Благодаря этому происходит точный захват информации о глубине резкости, делая изображение более многослойным. Помимо этого измеряется расстояние до объекта и строится своеобразная виртуальная картинка происходящего. Утверждается, что благодаря этому модулю смартфон сможет воссоздать эффект боке уровня DSLR-камер. Помимо этого, TOF-камера будет использоваться для различных AR-решений, включая измерение размеров объекта в кадре. На правом торце разместились качелька регулировки громкости и кнопка питания. На верхнем торце есть микрофон для шумоподавления и инфракрасный порт. На нижнем – слот под 2 сим-карты с возможностью расширения картами памяти nano-memory до 256 гигабайт. Разъем USB Type-C под решеткой, динамик и микрофон. Пластиковые вставки под антенны расположены на верхнем и нижнем торцах. Huawei P30 Pro, уважаемые друзья, получил яркий и качественный OLED-дисплей диагональю 6,47 дюйма, соотношением сторон 19,5:9, разрешением 2340 на 1080 точек и плотностью пикселей 398 на дюйм. Цветовой охват NTSC составит 112%, так что картинка на экране будет четкой и насыщенной, с естественной передачей цвета. И заявлена цветовая гамма DCI-P3, которая используется в цифровых кинотеатрах. Вверху в вырезе находится фронтальная камера, датчики приближения освещенности, а вот привычного расположения разговорного динамика здесь нет. Он встроен в экран. При этом внешний динамик только один, который расположен на нижнем торце. Также встроен в экран и сканер отпечатков пальцев. В нижней части экрана можно увидеть только наэкранные кнопки управления. Но главной фичей смартфона Huawei P30 Pro, уважаемые друзья, является модный тренд этого сезона – тройная камера. Спрашивается, зачем так много? Ответ прост. Разные объективы подходят для разного типа съемок. Поэтому разберем назначение каждой камеры более детально. Первая из 3 разработанных совместно с компанией Leica камер имеет цветной объектив разрешением 40 мегапикселей и размером матрицы 1 на 1,7 дюйма, что является на 125% больше, чем размер матриц у iPhone и Galaxy. Вывод: чем больше, тем лучше, так как больше света попадает на матрицу, а соответственно это позволит получать более яркое изображение с естественными цветами.
Также этот объектив обладает 6-линзовой оптикой, диафрагмой f1.6 и фокусным расстоянием 27 мм. Предназначен для средних планов и портретной съемки. Имеет в своем составе оптическую стабилизацию, фазовый автофокус и оснащен новым датчиком Super Spectrum, в котором применены не RGB фотодиоды, а RYB. Надеюсь, что произнесла правильно. Этот тип сенсора способен получать света больше, чем традиционный RGB, что по утверждению разработчиков даст существенный 40% прирост по количеству попадаемого на матрицу света, и это сделает максимально эффективной съемку в условиях недостаточной освещенности. Второй широкоугольный объектив с размером матрицы 1 на 2,7 дюймов, разрешением 20 мегапикселей, диафрагмой f2.2 и фокусным расстоянием 16 мм. Также имеет в своем составе фазовый автофокус и предназначен для пейзажных фотографий и макросъемки с расстояния всего 2,5 см. И, наконец, третий телефотообъектив основан на скромном 8-мегапиксельном разрешении с размером матрицы 1 на 4,4 дюйма, светосилой f3.4 и фокусным расстоянием 125 мм. Имеет 5-кратный оптический зум, фазовую автофокусировку и оптическую стабилизацию. Использование тройной камеры, уважаемые друзья, позволило добиться высочайшей светочувствительности, при которой максимальное значение ISO составляет 409 600 единиц, что выше, чем у фотокамер 4-го поколения цифровых зеркальных фотоаппаратов от Canon. И опять же, сравнение со смартфонами от iPhone и Galaxy, которые однозначно не в пользу последних. Компания приводит примеры съемки изображений в условиях с очень плохим освещением, и можно увидеть, насколько такое высокое значение ISO помогает осветлить изображение. Могу сказать, что это действительно впечатляет. Помимо 5-кратного оптического зума имеется еще 10-кратный гибридный зум и 50-кратный цифровой, но, разумеется, с потерей разрешения. Фазовая фокусировка дополняется контрастной, и есть поддержка функции антидрожания камеры. Никуда не делась поддержка большого количества режимов съемки и сценариев, которые распознает модуль, отвечающий за искусственный интеллект, и, соответственно, помогает выбрать более правильную композицию снимка. Также интеллект используется в алгоритмах стабилизации фото и видео. В частности, камеры умеют снимать резкие ночные снимки с выдержкой до 6 секунд без использования штатива. Такой результат будет достигаться с помощью сопоставления нескольких кадров. Отмечу еще и возможность запись видео slow motion с частотой 960 кадров в секунду и видео в разрешении 4К. При этом при записи видео задействуется двойная оптическая стабилизация и функция Huawei Steady Shot. Интересная функция Huawei Dual View, которая позволит одновременно снимать с близкого расстояния и задействовать широкий угол обзора. Также в настройках есть большой широкоугольный режим, супер макро, размытие с большой апертурой, супер ночная съемка, портретный режим, профессиональный режим, панорама, черно-белое изображение, HDR, покадровая съемка, 4-мерное прогнозирование, динамическое фото и так далее. В итоге пользователь получает смартфон, который одинаково хорошо снимает стандартное фото, прекрасно справляется с портретной съемкой и может значительно приблизить кадр без потери качества снимка. Поэтому именно эти новые возможности позволили камерам Huawei P30 и P30 Pro занять первые места в рейтинге DxOMark. Всего 112 баллов, 119 по фото и 97 по видео. Фронтальная камера построена на CMOS-сенсоре, имеет разрешение 32 мегапикселя, апертуру f2 и поддержку фиксированного фокусного расстояния. Есть умный режим красоты лица и технология 3D-моделирования на базе искусственного интеллекта, обеспечивающая высокое качество селфи. Также она позволяет применять к фото разные световые эффекты. В самих настройках камеры заявлены портретный режим, панорама, веселые AR-стикеры, покадровая съемка, интеллектуальный фильтр, улыбка, голосовое фото и синхронизированное фото. В Huawei P30 Pro, уважаемые друзья, за звук отвечает звуковая система Dolby Atmos. Также обеспечивается отличное качество звука Bluetooth с помощью технологии HWI для поддержки аудиофайлов Hi-Res, чтобы можно было наслаждаться отличным качеством звука Hi-Fi без проводов. Плюс аудиовозможности, заложенные в сам процессор Kirin 980, благодаря которым качество звука будет более чем достойным.
Программная основа флагмана – это Android 9 Pie с прошивкой MUI 9.1, жестовым управлением и глубокой поддержкой сервисов Google. Из особенностей можно выделить развернутую информацию о товарах и продуктах и возможность, нажав двумя пальцами на объект, получить ссылки, где его можно приобрести. Аппарат работает на базе нового процессора Kirin 980, который изготовлен по нормам 7-нанометрового технологического процесса. Новый чип получил 8-ядерную компоновку, а его вычислительные блоки разделены на 3 кластера. 2 ядра ARM Cortex-A76 с частотой 2,6 ГГц, предназначенные для ресурсоемких задач, 2 ядра ARM Cortex-A76 с частотой 1,92 ГГц, предназначенные для задач средней интенсивности, и 4 ядра ARM Cortex-A55 с частотой 1,8 ГГц являются энергоэффективными. Графический чип здесь будет Mali G76. Помимо этого можно выделить фирменную технологию GPU Turbo 3-й версии, которая поможет достигнуть максимальную производительность в играх. Плюс ко всему этому удовольствию объем оперативной памяти составит 6 или 8 гигабайт формата LPDDR4X, а внутренний 128, 256 и 512 гигабайт формата UFS 2.1. В смартфоне, уважаемые друзья, установлен аккумулятор емкостью 4200 мАч с поддержкой технологии быстрой зарядки Supercharge 40 Вт через порт USB Type-C. Соответствующий блок питания будет в комплекте. Обещает 70% заряда за 40 минут. Также поддерживается беспроводная зарядка 15 Вт и обратная беспроводная зарядка. Сети представлены 2G, 3G, 4G LTE, VoLTE. Беспроводные интерфейсы – это Wi-Fi 802.11 с окончанием AC, работающий в 2 диапазонах, Bluetooth 5 версии и модуль NFC. За навигацию отвечают системы GPS, AGPS, GLONASS, Beidou. Размеры Huawei P30 Pro составят 158 на 73,4 и на 8,41 мм при весе 192 грамма. Что касается стоимости, уважаемые друзья, то Huawei P30 в модификации 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной памяти будет стоить 799 евро. P30 Pro с памятью 8 и 128 ГБ обойдется в 999 евро. Версия P30 Pro с соотношением 8 и 256 ГБ оценена в 1099 евро, а вот топовая модификация P30 Pro в 8 и 512 ГБ будет стоить 1249 евро. Итак, уважаемые друзья, подведем итог. Смартфоны, безусловно, заслуживают внимания и своими камерами с отличной съемкой изображения и записью видео с оптической стабилизацией, искусственным интеллектом, мощной производительностью, защитой корпуса, наличием модуля NFC, хорошими камерами и красивым дизайном. Единственным минусом для многих будет далеко не маленькая цена девайсов. Так что смотрим и определяемся. Но я заканчиваю свой обзор и, как всегда, не прощаюсь с вами, уважаемые друзья, а говорю до следующего обзора на канале New Technology. Не уходите от нас. Тех, кто еще не подписался, обязательно подпишитесь, чтобы быть в курсе последних новинок. Ставьте лайки, комментируйте и оставайтесь с нами. С вами была Юля и канал New Technology. Всем пока-пока.